мы приехали в печальное место. Это город-призрак, его называют так на Кипре, и не только на Кипре, во многих местах, Вароша, и по-турецки он называется Мараш. Этот город закрыт с 1974 года, и только 3 дня назад премьер-министр Северного Кипра его открыл. В 60-х годах это был самый распиаренный курорт на Кипре. Сюда приезжали мировые звезды. Здесь было очень много отелей и шикарная береговая линия. Ребята, эти все машины приехали для того, чтобы посмотреть Варошу. Забит весь паркинг стадиона, забиты все 2 улицы, и еще забит отельный паркинг. Итак, тема Вароши – это очень животрепещущий вопрос для обеих сторон и вообще, в принципе, наверное, для всех людей, особенно для русскоговорящих. Вы видите, какие здесь заброшенные здания. В 1974 году, когда была война на Кипре, всех жителей этого района выселили за буквально несколько дней. И с 1974 года этот район стоит закрытым по резолюции ООН. Единственное, ой, честно говоря, я иду, говорю, у меня прям мурашки по коже. Здесь, наверное, из живых душ остались только змейки да вараны. Вот это типичный представитель кипрского домика. Смотрите, ой, я прям не могу, я сейчас плакать буду. Ой. На самом деле печально это все, конечно. Это война, здесь слезы людей, здесь печаль людей. На самом деле не понимаю, когда вот фотографируются на фоне таких вот сооружений, потому что это реально чья-то душевная боль. Ой, блин, я вообще всегда в таких местах плачу. Короче, все. Итак, что же мне так? Про 1974 год я рассказала. Все, кого более интересует и подробная история, все это можно найти в Википедии, в других источниках. Итак, что же происходит в наши дни? 3 дня назад премьер-министр Ерсин Татар съездил в Турцию, поговорил с президентом Турции Эрдоганом, и они решили открыть береговую линию, не всю Варошу, а только береговую линию и вот эту вот дорожку к береговой линии этого района. То есть полностью открытие Вароши должно было состояться в конце этого года, так как сейчас ведутся подсчеты по имуществу, так как не все еще заявления от греко-киприотов приняты на их имущество. Здесь же большинство домов принадлежит греко-киприотам, ну и другим владельцам, как я читала в Википедии, что там есть 20 национальностей, которые владеют имуществом в этом районе. Поэтому сейчас открыли только береговую линию. Вы видите, что здесь все огорожено лентой. Это в целях безопасности людей, потому что здания старые, здания разрушаются, они ветшалы. Туда вообще заходить нельзя, потому что есть риск, что ты куда-нибудь упадешь или на голову что-то свалится. Поэтому здесь есть канализационные люки, которые заросли травой, их не видно, можно туда провалиться. Поэтому ходить можно только по асфальтированной дороге. Сохранились все надписи, они, конечно, уже такие. Вы видите, какой старый почтовый ящик сохранился. Боже, ему столько лет. Смотрите, такая старая табличка, реклама Toyota. Вообще, блин, так круто. Ой. Да, вот, ой, сколько вывесок, реально, столько вывесок осталось. Они, конечно, какие-то уже вообще мало видно их. Так, что я на днях прочитала в газете?
Сразу говорю, чтобы избежать всех злостных комментариев, вся вот эта информация, это не я лично от себя, это я прочитала политические новости. Ерсин Татар сказал, что Ворошу открыли для того, чтобы владельцы домов смогли вернуться в свое жилище, или его продать, если они хотят, или подарить, или взять компенсацию, заявить о своей компенсации, если они еще до сих пор этого не сделали. То есть пока город, ну не город, район, оставался закрытым, все эти действия были невозможны. То есть никто сюда не мог вернуться. Кто вообще мог поверить в то, что на Кипре в те года продавались меха? Блин, зачем они здесь? Здесь же плюс 35. Возможно, как раз их покупали звезды, которые приезжали в 60-х, 70-х годах. Кафе Эдельвейс. Представляете, наверное, крутое кафе было когда-то. Такая огромная вывеска, да? Наверное, сверкала ночью. А это, кстати, новый асфальт. Его положили буквально, по-моему, за несколько дней до открытия. Потому что он даже пахнет. Бассейн чей-то. Или фонтан. Да. Да, это фонтан. Такая улица. Блин, вот это вообще архитектура дома. Конечно, шикарный. Он как вот наши такие, или как наши древние особняки вот 1900-х годов, или вот греческие колонны вот эти вот вообще. О, вывеска ресторан какой-то там был. Да, в общем, короче, туристический город, туристический райончик, и поэтому так много отелей, и в основном это все рестораны. Я так думаю, что это была какая-нибудь прогулочная улица в свое время, типа Дерибою. Проспект Демократии. Ну, вот, значит, точно. Дом зарос просто, вы посмотрите, как природа здесь буйствует. Дом полностью оброс жасмином и с правой стороны вот каким-то кустарником. Вот это да. Это, как говорится, как вот в фильмах снимают, когда человечество вымерло. Просто, да, апокалипсис, природа буйствует. Единственный открытый дом на всей территории Вороши — это вот это здание. Я тогда зашла внутрь, и я так поняла, что это мечеть. Это чтобы без обвинений, что они вломились в чей-то чужой дом. Надпись и полумесяц. А сейчас мы вышли на улицу, где стоит первая и вторая береговая линия отелей. И вот выглядят они уже не так симпатично, если честно. Уже не похожи на кипрские домики, уже вот эти вот многоэтажки стоят. И все это отели. Финальная точка Вороши. Дальше не пускают, но там дальше есть еще несколько отелей. А по идее дальше Айнапа, да, уже? Вот, все. То есть дальше идет какая-то пустынька маленькая, а дальше уже Айнапа на Южном Кипре. И вот на эти пляжи теперь все могут приходить купаться. Пока мы шли сюда, мы прошли через такое мини-КПП. Оказалось, что там нельзя фотографировать, там нельзя даже вынимать телефон из сумки, потому что здесь находится военный городок. Везде стоят
военные, и каждому человеку, у которого телефон в руках, они говорят о том, что уберите телефон в сумку или уберите телефон в карман. То есть всю эту зону до пляжа снимать нельзя. Точнее, не до пляжа, а до отеля, сейчас вспомню, как он называется. Астория, да. Вот с отеля Астория можно уже вынимать телефон, снимать дома, а все это расстояние, ну там буквально минут 5-10 снимать нельзя. Оказывается, там живут военные, у них есть свой собственный пляж. В общем, у них прекрасные виды. Военные каждые там 5 минут просто на каждом метре просят не снимать ничего, убрать телефоны, но в принципе все очень вежливо, все очень достойно, все очень дружелюбно. Есть вода, которую можно купить, и в одном месте мы даже видели туалет. Единственный минус всего этого, что нигде по Вороше, вот по этой дороге, которую они сделали, нет лавочек. Люди сидят на бордюрах, сидят, ну, чтобы отдохнуть, потому что километраж очень большой на самом деле. И сейчас очень жарко, и люди хотят отдохнуть, и кроме как бордюров посидеть даже негде. Вот это вот единственный минус. Такая огромная береговая линия тянется над Искеле, наверное, Бафры, Фомагуста, потом вот этот вот район Вороши, и плавно перетекает в Айнапу. Вода здесь нереально чистая. Вот что значит нет людей. Море здесь настолько чистое. Просто такая вода вообще лазурная, трехцветная. Мы сегодня столько много собак видели вообще. Я имею в виду хозяева с собаками. Все приходят. Вернулись, точнее, в исходную точку. Первый наш поход мы сюда не завернули. Эта дорога уходила налево, а мы пошли прямо по главному бульвару. А вот сейчас мы вернулись. И здесь вот вы видите выход прям к морю. И это недалеко от пляжа, от отеля Palm Bay. Мы были вон там, где много людей. И вот все это расстояние мы прошли пешком. Ну да, дальше. Это военный там городок, а мы прошли дальше. 3 часа мы гуляли по Вороше. Но сейчас я хочу подвести просто итоги. Ходить нужно очень много. В 2 точках только стоят столики, где можно купить воду. Туалетов, можно сказать, что нет. Потому что есть один, но сами понимаете. Очень большая работа была сделана за несколько дней до открытия, потому что асфальт уложен везде. Асфальт новый, красивый, он пахнет. По дороге нам встретились греко-киприоты. Мы набрались наглости, подошли к ним, спросили разрешения, можно ли снимать, но нам не разрешили, поэтому мы не стали настаивать, но свои вопросы мы позадавали. Нам было интересно, какие у них ощущения, какие у них воспоминания, как они сюда пришли, какое у них отношение ко всему этому. И все мы это спросили. Люди взрослые. Мужчина нам рассказал о том, что он в принципе рад, что открыли Ворошу, потому что он находился на месте, где у него было 2 отеля с 2 сторон улицы и еще какое-то имущество, я уже, честно говоря, не помню. Он сказал, что я рад, что я сюда вернулся, потому что я уезжал из Вороши, когда мне было 20 лет. Прошло 46 лет, я сюда вернулся. Ощущения, конечно, смешные. Мы спросили, как вообще в целом греко-киприоты относятся к открытию Вороши. Он сказал, что лично он рад, ну, потому что у него здесь имущество, дома, а остальные 50 на 50. Кто-то рад открытию, кто-то говорит о том, что они никогда ни ногой не ступят на эту землю, что это плохие воспоминания и так далее. Вообще, за все время путешествия мы встретили только вот 3 человек с южной части. Мы спросили, почему так мало народу, собираются ли они сюда ехать. Он нам сказал, что у них сейчас проблема с тестами, что нужно тест делать за 3 дня до посещения КПП, и что через несколько дней сюда будут приезжать автобусы с греко-киприотами, автобусы с туристами, возможно, автобусы с русскоговорящими туристами. В общем, людей здесь будет много. В начале видео вы, наверное, слышали мой дрожащий голос. На самом деле
Поначалу бегут мурашки, все это жутко, все это не очень сильно приятно, так как это война, это плохие воспоминания людей. Но потом, когда ты идешь уже по этим улицам, ты видишь эти красивые кипрские домики, ты видишь эти красивые вывески, ты представляешь, что ты находишься там в 60-х, 70-х годах, и все это становится очень интересно, вот эта история, дома, которые полностью поросли плющом или жасмином, это настолько красиво, это настолько завораживает, что со временем, наверное, захочется сюда вернуться еще раз. А вернуться, потому что в апреле и в марте здесь будет безумное количество мимозы, в июне здесь будет безумное количество дилоникса и всех вот этих вот цветущих деревьев, будет очень красиво, потому что это живое осталось в Вороши, это живо, и вот эти вот растения, все-таки есть какая-то жизнь. Мы надеемся, что это все не закроется. Мы надеемся, что это будет как-то дальше развиваться, хотя по оценкам специалистов на восстановление Вороши требуется около 10 миллиардов долларов. Ой, это очень большие деньги, я не знаю. Здесь можно, честно говоря, весь Кипр восстановить, наверное. Посмотрим, что будет дальше.